Знаете, сейчас, как бы слез нет, наверное, хорошо, не на пьедестале Дима стоит, да, хотя вот мы сейчас посмотрели на эту кампанию, которая разворачивается о том, что надо ехать. Слушайте, товарищи патриоты, которые стоят со всех сторон и говорят о том, что мы на войне, значит, мы воюем там, холодная или какая-то еще война, а сейчас вы занимаете очень странную позицию. Скажите, чем отличаются те спортсмены, которые сейчас могут поехать или не поехать, от тех спортсменов, когда был бойкот Олимпиады в Лос-Анджелес 1984 года? Скажите, пожалуйста, что Советский Союз до 1952 года вообще не принимал участие в Олимпийских играх в советской истории. Только в Хельсинки мы поехали в 1952 году. Там была тоже война. Вот Елена Вяльби говорит о том, что вот был бы Советский Союз, мы бы, конечно, не поехали. А чем мы отличаемся? Вот мы говорим, та сильная держава Советский Союз, и вот мы могли там сказать, ударить там в Генассамблею ООН ботинком или что-то еще, нас боялись, наши ракеты, мы были в паритете с Соединенными Штатами Америки. А сейчас мы кто? Мы вот та страна, которая сейчас возят здесь по столу, просто возят и унижают. И мы на эти подачки хотим согласиться, оправдывая спортсменов таким образом. Я понимаю, что такое труд спортсмена, понимаю, что это мечта его жизни, безусловно. Но идти в этот позор – это загонять себя в ловушку. Уже сегодня господин Бах, который нас возит там по столу, говорит о том, что он передаст информацию относительно ФИФА, футбольной сборной, относительно допинга. Мы можем вообще лишиться участия и нашей футбольной сборной в чемпионате мира по футболу. А что говорит господин Мутко, вице-премьер, по этому поводу? Он говорит... Никита Галич, ФИФА сказали, что решение МОК, которое принято накануне, не имеет никакого отношения к чемпионату мира по футболу. Давайте только не передергивать. Это сказал президент ФИФА. Не надо. Я хочу сказать следующее. Ехать на эту Олимпиаду – это не просто чувствовать себя изгоем в мире, это попадаться в ловушку позора, в которые нас сейчас направляют. Белый флаг – это поражение, белый флаг – это унижение. И Россия, которая не менее сильная страна, чем Советский Союз, или то, что мы сейчас называем патриотизмом и вставанием с колен. А сейчас мы фактически засунем себя туда, куда нас пытаются пристроить. Мировую изоляцию и издевательство над страной. Поэтому, друзья мои, мы находимся сейчас на войне. И в этой войне играть по их правилам нельзя ни в коем случае. Придумывайте альтернативные игры, игры доброй воли. Те страны, которые нас поддержат, и те страны, которые хотят нас поддержать, понимают, что это издевательство. Все ясно, все понятно. Тем не менее, попросили, пока без эмоций, дождемся, когда эти документы, которые вчера появились, перевели их на русский язык, поступят к нам, в нашу страну уже официально. Вы обманули весь мир. Валерий Георгиевич. Спорт вот вмешался или политика вмешалась спорт, в спорт? Она всегда была вмешана. И вы это знаете. Ну вы такой умный, я просто не могу даже... Подождите, дайте выслушать. Никита Олегович, да что ж такое-то? Татьяна Валерьевна, вот эти... Вы говорите, Никита, о том, что у нас в Ванкувере было 3 медали. Это не так? Значит, допинг не принимается в шорт-треке. Там таких случаев не бывало. Там в сноуборде, ну, кроме марихуаны, мы считаем, что это, да, в скелетоне и так далее. Значит, в фигурном катании, чтобы вы знали, на Олимпиаде в Сочи мы завоевали там, где, в принципе, допинг, как правило, принимается. Я не буду отрицать, что есть виды спорта циклические, где его чаще всего... Лыжи, биатлон, коньки. У нас было 2 золотые медали. Да. А в Ванкувере их было 3 именно в этих видах спорта. У нас было 13 в Сочи и 3 в Ванкувере. Ну, вы же умный. Вам, наверное, лучше знать, чем Елена Вяльби, ну правда. Значит, во-первых, Виктор Ан 3 медали золотые. Он что, был в Ванкувере за нас? Ничего по Виктору Ану сказать не могу. Я, честно говоря, с трудом воспринимаю его как русского человека. Вик Вайлд, который... Никита Олегович скоро заговорит. По-русски человек Никита Олегович его вспоминал как русского, да он Если мы выигрывал таким медали. образом получаем медали, мне немножко стыдно по этому поводу. Слушайте, человек российский гражданин. Он российский гражданин. О чем вы говорите? Получите как-то иначе. Своими именами называть вещи. Все, что сейчас происходит, это не про Россию. Россия в мире – Путин. Это против Путина. Мы все ждем реакции Путина, и ее пока не существует. И реакция Путина крайне важна в связи с тем, что мы ожидаем его заявления о возможном выдвижении в качестве кандидата в президенты. Вы не понимаете, что это происходит таким образом? Что мы здесь патриотическую историю развиваем? Мы все ждем, что скажет Путин, и от этого будет происходить. И наша задача общественного мнения, и моя в том числе, донести свое, чтобы президент заблокировал эту поездку. Это необходимо сделать. И только он это решение может принять. Никита Олегович, вот вам писали.
Песков, видите, написал, примерно вот про таких, как вы. Нужно исключить эмоции, достаточно серьезно проанализировать те Чё с решения, которые плеча-то принял рубить? МОК. Успокойтесь, пожалуйста. Рубить с плеча зачем? Здесь мы в этой истории должны учитывать один очень важный момент. Во-первых, если мы не поедем и бойкотируем этот Олимпийские игры, то мы автоматически дисквалифицируемся на 2 цикла, то есть на 8 лет. Путин под белым флагом может поехать? Секундочку. Не перебивай, дай сказать уже ее. Слушайте, сборная не едет. Едут, если решат спортсмены. Едет сборная, то на 2 цикла дисквалифицируется от Олимпийская сборная. То есть мы теряем 8 лет. Потом вернут. Ну, это тебе, вот человеку, который ты даже не знаешь, что такое спорт. Что Понимаешь, будет сейчас 20... обсуждаешь. Я знаю... Ну я дайте такой- высказать позицию кому-то еще свою, Никита Олегович. Мы вас не поняли, спешите ваша с позиция кандидатом. ясна. Поэтому здесь есть свое мнение. Как у тебя, Никита, как у меня. У всех у нас есть свое мнение. И ни в коем случае этого нельзя делать. Потому что на 8 лет мы закроем тем... Это Не наша только позиция. Олимпиаду, я Ваше правильно понимаю, не мнение только Олимпиада будет для уважаемого нас. авторитетного человека на всю страну. Вы Спасибо. формируете Кандидат общественное в мнение. мастера Я спорта хоть по чуть-чуть формирую футболу общественное Никита мнение. Исаев И мы его спорит с дам Газаевым, это, конечно, смешно. Правильно? А Давайте вы этим говорите, займемся. Ну, секундочку. Прочитайте, пожалуйста, заголовок CNN, Никита Олегович. Дисквалификация сборной России добавляет Олимпийским играм в Южной Корее проблем. Пишет CNN, что билеты никто покупать не хочет, потому что не будут выступать русские. Да? Вот, да. А кого они хотели там посмотреть? В смысле? Кого? Виктора Ана? В смысле? Или чеченских спортсменов? Чеченских спортсменов? Да, кого? они Никита хотели Олегович, там Никита Олегович, Вы о чем чеченские сейчас? спортсмены странного Вы о как-то чем о них сейчас? говорите. Да, Во-первых, не- они принесли нам огромное количество медалей. Это граждане нашей страны, и они летом выступают, Никита. Борис Борисович, А это Борис- зимняя Олимпиада.